Здравствуйте, дорогие зрители! Мы задумали снять серию сюжетов про нашу деревню Степурино. Я заберусь на водонапорную башню, отыщу развалины водокачки и даже провалюсь в болото. Смотрите дальше. Сейчас мы находимся на платформе Степурино Казанской железной дороги. Сейчас Горьковской железной дороги. История поселка Степурино началась в 1912 году именно со строительства железной дороги. Самые первые строения – это водонапорная башня, водоемное здание, вокзал и жилой дом для персонала железной дороги. Они сохранились до наших дней. Когда-то здесь был значительный транспортный узел, где паровозы заправлялись водой и выгружали шлак. Позже в окрестных болотах стали добывать торф и отправлять его по железной дороге. Сегодня Степурино – маленький полустан. Во время чемпионата мира по футболу в электричках стали объявлять станции на английском языке. Next station is Степурино. Но через какое-то время почему-то объявление немножко изменилось. Стали объявлять Next stop is Степурино. Видимо, иностранцам не очень понятно название станция. Сейчас вы видите бывшее здание железнодорожного вокзала. Сейчас это жилой дом, но в 1912 году такие типовые станции сооружали вдоль всей железной дороги. Они назывались типовое строение станции класс 4. На станции класса 3 был буфет, а вот на нашей класса 4 буфет не предполагался. Обратите внимание, сохранился характерный резной фронтон и даже флагшток. Взгляните внимательно на фотографию. Справа на заднем плане видно пристанционное строение. Узнаете? Да-да, на станции Степурино сохранилось типовое жилое строение 1912 года. В нем, как и тогда, живут люди, работающие на железной дороге. Это когда дорогу строили? Да, 1912 год. В историческом доме. Самое заметное строение на станции Степурино – водонапорная башня. Или, как ее называли 100 лет назад, водоемное здание. Построена она из кирпича, а вверху железный бак обшит деревом. Посмотрим, что там внутри. Сейчас я попробую подняться по этой лестнице. Здесь нет ступенек, железки уже обломаны. Но что не сделаешь ради удачного кадра. Ступенек нет. Что же делать? Может все рухнуть в любой момент. Проржавело. Ну, ничего, если упаду, то упаду на мусорную кучу. Какие-то перила. Надежны ли они? Да, вроде можно бы за них уцепиться. Здесь мы видим старые ржавые трубы, вверху еще даже вполне целый бак. Как красиво наша деревня с высоты птичьего полета. Теперь начинаем обратный спуск. Обратно не упасть. Спуск горы бывает важнее, чем подъем.
Имя архитектора водонапорной башни мне точно узнать не удалось. Но башня построена по типовому проекту. Очень много строений на Казанской железной дороге проектировал знаменитый архитектор Щусев. По его проекту построен Казанский вокзал в Москве и вокзал в Муроме. Весьма вероятно, что и типовой проект водоемного здания разработан в мастерской Щусева. Мы осмотрели водонапорную башню внутри и снаружи. Но как вода попадала в бак водонапорной башни? В поисках ответа отправимся к озеру Поколево, которое находится в 3 километрах на северо-запад, в лесу. Где же озеро? Все поглотил густой туман. Гуляя по лесу, мы вдруг натыкаемся на странную насыпь. Откуда она взялась здесь в лесу? И что это за такая насыпь? Эта насыпь похожа на железнодорожную, и долгое время я думал, что именно по ней проходила узкоколейка. Но недавно я выяснил, что наоборот. Трубу, которая шла от водокачки до водонапорной башни, закопали именно здесь и засыпали ее под этой насыпью, для того, чтобы зимой она не замерзала. Эта насыпь так и называется – трубочка. Сейчас мы пробираемся по краю болота, которое образовалось на месте добычи торфа. В обычные годы. Так. Не в обычные годы, а сейчас я провалился в это болото. Болото оказалось очень опасным, даже с краю. Я сейчас в него прекрасно провалился. Поэтому будем осторожны. Итак, ролик прервался на фразе: лето было засушливо, и сейчас вдоль болота ходить безопасно. В этот момент я провалился по колено, но, к счастью, уцепившись за дерево, выбрался. Сейчас я сижу на развалинах водокачки, которая закачивала воду в водонапорную башню, которая находится на станции. Сама водокачка расположена у озера Поколево. Озеро за моей спиной, но оно в тумане, и его сегодня не видно. Станция находится больше, чем в 2 километрах от этого места, и поэтому насосная станция должна быть достаточно мощной, чтобы закачать воду в трубы, прогнать эти 2 километра и потом закачать водонапорную башню. Возможно, где-то должна была быть еще одна насосная станция, но я пока ее не отыскал. Может быть, я сделаю это позже. Здесь сохранились бетонные блоки, какие-то железки, остатки труб, мощный фундамент. Ну, раньше строили все надежно, поэтому хоть здание, наверное, уже и разобрали по кирпичику, но фундамент остался на месте. Если походить здесь с металлоискателем, то можно обнаружить много интересных железок. Интересно, что вода в нашем озере очень необычная. Она темная и немножко даже похожа на чай. Но вода очень-очень мягкая. Купаться в озере очень приятно. Кожа потом становится гладкая, шелковистая. Прям настоящий курорт. Минеральные воды. И воду с нашего озера очень любили машинисты поездов. Любили заправляться водой на станции Степурина. Потому что такая мягкая вода оставляет очень мало накипи в паровозных котлах. И потом их нужно реже чистить.
Сегодня мы показали вам первый маленький сюжет из истории нашей деревни Степурин. Не пропустите следующую серию. Будет много интересного. До встречи!